Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Уже не раз в своих прошлых видео я упоминал, что я огромный фанат синтетических драм-машин. За свой творческий путь я перепробовал огромное количество как софтовых, так и железных аппаратов. Кстати, напишите в комментарии, какие у вас любимые синтетические драм-машинки. Мне будет очень интересно почитать. А сегодня мы изучим новинку от инженера-программиста из Бельгии Фреда Антона Корвиста, которая называется FAC Drum Kit. Это очень интересная и гибкая синтетическая драм-машинка с возможностью добавлять свои собственные сэмплы. Плагин работает в формате AUV3, его с легкостью можно использовать внутри вашей любимой рабочей станции, например, GarageBand, Cubase, AUM и прочих. С уверенностью могу сказать, что теперь она входит в топ моих любимых синтетических драм-машин. Ну а также сегодня я разыграю 3 бесплатных кода на Drum Kit. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и быть участником комьюнити iOS-музыкантов Мус Яблоки. Ссылка в описании под видео. Огромное спасибо FAC за предоставленные коды для розыгрыша. Давайте начнем обзор. Перед началом обзора давайте послушаем, как звучат готовые заводские банки пресетов. Изучать Drum Kit мы будем при помощи AUM. На моем канале есть подробный обзор по этому приложению, обязательно посмотрите. В самом плагине, конечно, есть кнопка, которая воспроизводит звук, но ей пользоваться будет неудобно для разбора, поэтому я также буду использовать плагин Atom 2. Это MIDI-редактор, Piano Roll. На моем канале также есть обзор по этому плагину, обязательно посмотрите. Сперва обратите внимание, есть 3 вот такие главные вкладки. Первая вкладка, самая главная, здесь, собственно, и происходит синтез барабанов. Вторая вкладка — это микшер. Третья — это дрампэды. Тут особо разбирать нечего, и так наглядно все понятно. К микшеру мы чуть позже вернемся. Ну и первым делом начнем с этой главной вкладки. Видно, как каждый блок отделен друг от друга. Начнем вот с этого блока. Здесь, собственно, мы и переключаем 16 пэдов. То есть у нас есть возможность накрутить отдельных друг от друга 16 звуков. Каждый из этих пэдов по умолчанию назначен, если зайти в Piano Roll, начиная от ноты C2 и 16 нот вверх, то есть примерно 1,5 октавы. Снизу мы видим пресеты, готовые банки. Кстати, если в будущем будет необходимо сохранить свой банк, необходимо в этом месте зажать и указать свое имя. И вот, соответственно, внизу она появится в графе User. Ну а теперь давайте разберем самые главные функции управления. Каждый пэд абсолютно одинаковый, то есть все функции идентичны. Ну и давайте я пропишу первый пэд. Это будет просто прямая бочка. Справа мы видим вот здесь ручка громкости. У каждого пэда, естественно, она своя. Чуть ниже панорама. К сожалению, двойным тапом нельзя сбросить параметр по умолчанию. Надеюсь, разработчик в будущем внесет эту функцию. Это очень удобно. Вот это центральное окно — это 2 осциллятора. Вот они, 2 ручки громкости, управляющие этими осцилляторами. Сверху сэмплер. Давайте уберем его громкость вот в этой части. Либо также можно его просто выключить, нажав вот эту кнопку. Подниму громкость первого осциллятора. Что у нас тут имеется? Кнопка включения-выключения осциллятора, выбор различных волноформ, далее High Pass фильтр, Low Pass фильтр и Q-фактор для Low Pass фильтра. Уберу громкость первого осциллятора, добавляю вторую. Сейчас мы ничего не слышим, потому что второй фильтр работает в режиме фазовой модуляции, то есть он зависим от первого фильтра. Если нажать вот на эту кнопочку, то второй осциллятор становится независимым, и тогда вот эта функция Ratio управляет высотой тона.
Соответственно, фильтры также работают и для второго осциллятора. Но если я добавлю первый осциллятор, то, нажав вот на этот ярлык, второй осциллятор начинает работать как фазовый модулятор. То есть тогда вот эта функция ratio модулирует первый осциллятор. Если вы хотя бы немного знакомы с принципами, допустим, FM-синтеза, то вы примерно понимаете, что происходит вот в этом режиме. Соответственно, уже повторюсь, если необходимо второй осциллятор сделать независимым, необходимо вот эту иконку оставить вот в таком виде. Выключу первый и второй осциллятор, включим сэмплер, послушаем, как он работает. Здесь сверху мы можем выбрать готовые предустановленные тембры. Вот этой стрелочкой переключать их. Ну, то есть подмешивать любой сэмпл к нашему звуку. Кстати, если необходимо добавить свой сэмпл, необходимо зажать вот в этой части. В контекстном меню выбрать, например, Load Files. Вот добавилась моя бочка. Здесь мы также видим Low Pass, High Pass фильтр. Q-фактор, то есть ширина среза. Здесь для каждого фильтра своя. Вот мы видим High Pass Q и Low Pass Q. Кнопка инвертирования фазы. Если вы добавляете сэмпл к синтезированному звуку, то можете периодически нажимать эту кнопку, возможно, она даст более устойчивое звучание за счет переворачивания фазы. Генераторы разобрали, двигаемся дальше. Вот в этой части огибающие. В верхней части мы видим, что вот этой линии отделены 3 огибающие для осцилляторов и 2 огибающие для сэмпла. Вот эта огибающая отвечает за pitch, вторая огибающая отвечает за амплитуду. Посмотрим, как она работает. Поднимаем точки и таким образом даем звуку полностью пройти через envelope. Поменяем сэмпл. Если мне необходимо удалить какую-то точку, я ее выделяю и нажимаю вот эту кнопку del. Если необходимо добавить точку, нажимаю add. Линия становится пунктирной. Зажимаю в определенном месте, появляется точка. Кликаю в пустое место, нажимаю done. Очень гибкая огибающая. Также для амплитудной огибающей на сэмпле есть кнопка старта и функция стереосужения, то есть можно сделать сэмпл полностью в моно. Кнопка White фокусируется на зоне атаки. Вот мы сейчас видим от 0 до 80 миллисекунд, нажимаю White, и вот мы видим от 0 до 5 секунд. Также есть кнопка Envelope, можно скопировать выбранную амплитудную огибающую, вставить, чуть усилить огибающую и чуть понизить. Если кликнуть на верхней части, то мы увидим некоторые пресеты готовые, например, Mute Amp, то есть полностью вся огибающая ушла в 0, то есть тишина. Вот такие готовые пресеты для огибающей. На самом деле очень удобно, как стартовая точка, и потом ее уже подстраивать. Следующая огибающая — это Pitch. Поднимаем линию, поднимаем Pitch сэмпла. Тут также есть кнопка Delay, то есть мы можем вот так вот отодвинуть, нажать кнопку Edit, добавить еще, допустим, одну точку и сделать вот такой вот рисунок. То есть, видите, pitch происходит не сразу, а чуть позже. Но если мы вернем обратно, допустим, Delay на начало, вот слышно, что pitch происходит с самого начала. Ну и также можно рисовать любую огибающую для питча. Все те же самые параметры, что и в предыдущей огибающей, а также вот здесь сверху готовые пресеты. Но здесь всего их 2. Вот можно добавить вот такой вот щелчок за счет небольшого подъема питча на атаке. И вот как раз мы дошли до функции env. Здесь можно поднимать, например, сразу на полутон, 7 полутонов, октава и так далее. Очень удобно, но в принципе это и вручную также можно сделать. И также можно, допустим, вернуть огибающую на 0. То есть сейчас она у нас на 7,5 полутонов. Нажимаем кнопку Edit, вбиваем здесь 0. И вот pitch встал на исходное положение. Первая огибающая — это общая огибающая питча для обоих осцилляторов. А вторая и третья огибающая — это каждая независимая огибающая амплитуды для каждого из осцилляторов. То есть вот эта огибающая — это первый осциллятор, а вот эта огибающая — это второй осциллятор. Можно здесь выбрать просто вот такую линию и самому нарисовать необходимую огибающую питча. Либо выбрать готовые пресеты.
ну и что-то откорректировать. У каждой точки мы видим, очень удобно подписывается частота и нота. То есть таким образом можно очень удобно настроить высоту тона для каждого отдельного звука. Вторая огибающая амплитуды, то есть громкости. Ну вот, кстати, например, давайте выберем только второй осциллятор, сделаем его независимым. И вот здесь в самом конце есть белый шум. И вот мы можем, например, выбрать вот такой интересный рисунок, который формирует огибающую клэпа, и уже самостоятельно отредактировать, как будет звучать наш клэп. Напоследок блок микшера. Здесь все очень просто. Ручка громкости для каждого канала, панорама, мьют и соло. Ну а также нельзя забывать, что это инструмент мультиканальный. Можно каждый отдельный трек вывести на отдельную дорожку. Для этого необходимо создать новую аудиодорожку. В AUM необходимо выбрать функцию Multibus Audio Unit Instance. И вот этой вот кнопочкой выбрать необходимый нам канал. Вроде бы за таким простым и достаточно скромным интерфейсом скрывается на самом деле очень мощный творческий инструмент. Я повторю, что я большой фанат синтетических драм-машин. За свою музыкальную практику я перепробовал огромное количество различных драм-машин как на компьютере, так и на iOS. И могу с уверенностью сказать, что DrumKit теперь входит уверенно в тройку моих самых любимых. Если это видео вам понравилось и было полезным, не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, ну и, конечно, написать комментарий. Ну а для тех, кто хочет поддержать мой канал материально, ссылка на донат в описании под видео. Всем спасибо за внимание, это канал Flowform, с вами был Саша Saint Rider, до новых видео.